Всем привет, с вами Джео, и это игра Kerbal Космический Огурец. В прошлом прохождении кербонавты доставили на орбиту все модули и наконец-то собрали космическую станцию. Теперь же ее необходимо заправить топливом, иначе до Минмуса она точно не долетит. Чтобы не летать по несколько раз к станции, как это было в прошлый раз, вот в этой части карьеры Кербалы построили гигантский топливозаправщик. К сожалению, из-за ангара второго уровня я не смог запустить такой большой аппарат, и все из-за лимита деталей. Поэтому вначале за 845 тысяч кредитов я улучшил ангар до третьего уровня. В прошлом видео я ошибся, на самом деле у меня оставалось еще одно не до конца улучшенное здание. Это Центр аэрокосмических программ. Но пока в ограничения по контрактам я не упирался, и думаю, здание ЦАП можно улучшить тогда, когда в этом действительно будет острая необходимость. Теперь, имея в наличии полоса третьего уровня и новый ангар, я смог протестировать детище инженеров Кербалов. Но перед первым полетом давайте я вблизи покажу этот огромный самолет и расскажу в подробностях, из чего же он состоит. Сегодня в программе космический топливозаправщик. Как такой гигант инженерной мысли держится в воздухе? И как он так просто управляется? Как эта многотонная махина доставляет сотни тонн топлива к космической станции? И как проходит стыковка в открытом космосе? Космический топливозаправщик. Итак, как же это работает? Смотрите прямо сейчас на телеканале Galactic Kerbal. Космический топливозаправщик Баклан 4000 настолько огромный, что управление им осуществляется сразу из двух кабин МК-2. Одна такая кабина вмещает двух кербонавтов. Кабины значительно выдвинуты вперед корпуса, так улучшается обзор при посадке, а у тестовой версии аппарата кабины даже могут менять свой угол наклона, а еще они снабжены системой катапультирования. При полной загрузке заправщик очень неповоротливый, поэтому внутри огнестойких служебных отсеков находятся мощные геродины, а также большие аккумуляторы для их запитки. Передние два крыла помогают удерживать стабильное положение на низких скоростях. Также при посадке они работают как закрылки, задирая нос самолета вверх. Спереди и сзади корпуса установлены блоки двигателя РСУ. Монотопливо к ним доставляется из двух больших баков на 2100 единиц каждый. Весь корпус заправщика состоит из 9 топливных баков, которые вмещают в себя жидкое топливо и окислитель. Из-за огромного веса и габаритов стыковку с этим гигантом лучше проводить с огромной осторожностью, при этом сохраняя приличную дистанцию. Поэтому в центре установлен большой стыковочный узел Хвататрон на специальных самых мощных шарнирных соединениях. Вся эта конструкция под управлением блоком МОЗ-1000 за 120 секунд раскладывается и принимает стыковочное положение. После схода с орбиты велика вероятность проскочить взлетно-посадочную полосу или наоборот не долететь до нее, поэтому для удержания самолета в воздухе включаются в работу 3 самых мощных атмосферных двигателя G90 Голиаф. Груженный топливом заправщик они с трудом сдвинут с места, а вот сухой борт эти двигатели способны удерживать в воздухе в течение нескольких десятков минут. Но, наверное, главное изобретение инженеров-кербонавтов – это дельтовидное крыло Крепыш-С в количестве 30 штук, по 15 с каждой стороны. Эти крылья создают практически одно большое единое крыло, почти, потому что между крыльями остается пустое пространство. Но инженеры уверяют, что аэродинамические характеристики из-за этого не ухудшаются. На обычном шаттле всего 2 таких крыла, а здесь их 30. Да, и какие здесь могут быть сравнения, если этот заправщик может на себе поднять в воздух целый космический шаттл? Помимо этого, крылья оборудованы довольно продвинутой системой механизации. Интерцепторы используются сразу после касания ВПП, совместно с закрылками. Они увеличивают аэродинамическое сопротивление и уменьшают подъемную силу крыла. В нижней части крыла на всем его протяжении расположены закрылки. Они используются для улучшения несущей способности крыла во время снижения и посадки. Так, совместно с передними крыльями скорость захода на посадку значительно снижается до 220-250 км в час. Раз уж мы под крылом, то здесь еще есть и шасси. Нужно же самолету на что-то приземляться. 6 сверхбольших шасси сзади и 2 спереди удерживают этот огромный вес на поверхности. Для сброса скорости в нижних слоях атмосферы и прямо перед посадкой используются воздушные тормоза. Они установлены как под крылом, так и над ним. И по заверениям инженеров, нижние воздушные тормоза больше не будут взрываться при касании полосы.
Но при входе в атмосферу даже этого недостаточно, поэтому самое мощное оружие шаттла — это 4 огромных тепловых щита, почти 4 метра в диаметре каждый. Щиты расположены сверху и снизу и открываются при помощи шарнирных соединений. Так, благодаря большому диаметру щитов и их огнестойкости, в теории топливозаправщик способен быстро погасить скорость и замедлиться при входе в атмосферу. В хвосте заправщика находится 12 двигателей «Вектор». При взлете эти двигатели питаются от бака «Морковка», а затем для конечного выхода на стабильную орбиту и для схода с орбиты используется уже топливо из основных баков самолета. Также на старте двигателям «Вектор» помогают 4 твердотопливных ускорителя «Тяжеловес». И в сумме за какие-то 7 минут этот огромный топливозаправщик способен распрощаться с притяжением Кербина и выйти на орбиту. Посадочная масса этого гиганта превышает 200 тонн, а стартовая масса с топливом, ускорителями, баком «Морковка» более 2000 тонн. Срочные новости. Единственный телеканал Galactic Kerbal обанкротился. К сожалению, Кербалы не потянули аренду слишком дорогой спутниковой связи, поэтому эта передача. Для тестового взлета пришлось полностью осушить все баки топливозаправщика, ведь только так он может оторваться от поверхности. В качестве пилотов-испытателей выступили кербонавты Джеб и Билл Керман. Обзор из кабины у кербонавтов был не очень, иллюминаторы у МК-2 очень маленькие. На скорости в 70 метров в секунду от поверхности оторвались передние посадочные стойки, за ними и задние, и начался набор высоты. На высоте в 250 метров шасси убрались, и кербонавты направили самолет по схеме захода на посадку. В полете прошли тест тормозные щиты, воздушные тормоза и закрылки. Максимально на 3 двигателях самолет разогнался до 170 метров в секунду. Конечный этап захода на посадку. Тяга снизилась до 50%. Вновь показались шасси и закрылки. На скорости в 160 км в час самолет коснулся полосы. Сразу же после этого активировался реверс двигателей, интерцепторы и воздушные тормоза. Самолет быстро замедлился и остановился. Похоже, испытания можно считать успешными, и пора определиться с основным экипажем. Шаттл был загружен топливом и готов к взлету. Столь ответственную работу я доверил Джебу Керману и Биллу Керману, ведь они уже успели полетать на этом гиганте, а значит опыт у них имеется. Также в помощь опытным кербонавтам во вторую кабину я посадил новобранцев Адгара Кермана и Межмиону Керман. Каково же было мое удивление, когда после старта эти кербонавты-новобранца сбежали. Наверное, данная миссия их очень напугала. На 17 километрах в топливных ускорителях закончилось топливо, и они были сброшены при помощи большого количества двигателей отвода ступени. Спустя время на 35 километрах закончилось топливо в огромном баке «Морковка», и он также был безопасно отстыкован при помощи двигателей отвода ступени. Теперь топливо расходовалось из баков топливозаправщика. Возможно, инженерам-кербонавтам в следующий раз удастся предотвратить, ну или хотя бы уменьшить такие большие потери полезной нагрузки за счет увеличения количества твердотопливных ускорителей. После выхода на стабильную орбиту последовало сближение с космической станцией. Чтобы не терять время, при конечном сближении со станцией активировался сценарий, и стыковочный порт в течение 2 минут поднялся и принял стыковочное положение. Кербонавты встретили рассвет солнца, и уже с естественным освещением Центр управления полетами дал добро на стыковку. Последний момент был самым ответственным и рискованным, так как вес стыкуемых аппаратов был колоссален, и порты просто могли не выдержать таких нагрузок.
но благодаря механическому джебу стыковка прошла на 100% успешно. Одной волшебной кнопки перекачка топлива в Kerbal Space Program нет, поэтому пришлось вручную закреплять все окошки топливных баков, а затем вручную перекачивать топливо из каждого бака в станцию. Скажу вам, при 5 FPS сделать это весьма непросто. После перекачки я оставил небольшой запас топлива в самолете для схода с орбиты. Раз уж на старте два Kerbal новобранца сбежали и в кабине есть два свободных места, я решил пересадить двух кербонавтов со станции в самолет. Они отлично провели время в невесомости, дежурили на станции, смотрели за состоянием модулей, но теперь сборка завершена и можно вернуться домой. Вначале я пересадил Stratodi Kerman, а потом и Хили Керман. Сколько топлива доставил заправщик, вы узнаете чуть позже, а сейчас пора отстыковываться и лететь домой. В данный момент кербонавты пролетели над ЦУП, но уже на следующем круге они включат двигатели и сойдут с орбиты. После отстыковки включились маневровые двигатели и самолет отдалился от станции. Следом запустился сценарий и стыковочный порт сложился. Вот только блокировка шарнирных соединений опять не сработала и пришлось блокировать их вручную. Красивый закат солнца перед началом опасного схода с орбиты. Механический джеб подсказал примерное место посадки, и вскоре двигатели самолета включились, сбросив 130 ДВ. После маневра заправщик развернулся по движению, я еще раз проверил тепловые щиты, и перед входом в верхние слои атмосферы я вручную заблокировал все 4 шарнирных соединения. Несмотря на использование твердого соединения на каждой детали и активную блокировку подвижных соединений, тепловые щиты сложились из-за слишком сильного давления. В общем, эта игра безнадежна. Из-за того, что я не мог регулировать наклон щитов, самолет вошел в атмосферу и сбросил скорость намного раньше запланированной точки. И теперь оставалось только убрать щиты, включить атмосферные двигатели и долететь до взлетно-посадочной полосы. Тяга активировалась на 100%, и в первые секунды вместе с атмосферными двигателями запустились и двигатели Vector. Выключать их по отдельности мне было лень, тем более, что нужно было сжечь оставшийся окислитель в баках перед посадкой. Для наглядности я закрепил одно окно с жидким топливом, чтобы можно было контролировать его запас. На подлете к полосе выдвинулись посадочные стойки, а затем самолет пошел на снижение. Прямо перед посадкой было очень сложно приземлиться в центр полосы, и самолет, чуть не задев осветительный прожектор, мягко коснулся посадочной полосы. Сразу после посадки включился реверс двигателей и активировались воздушные тормоза, и вскоре самолет остановился. Смотрите, какой огромный самолет, он почти занимает половину полосы. Ну что ж, можно считать эту миссию успешной. Кербонавты вернулись домой, а за возврат целого и невредимого самолета вернулось еще 537 тысяч и 575 кредитов. И, конечно же, кербонавты-новобранцы получили новый уровень. Если учитывать стоимость запуска в 791 тысячу и 368 кредитов, то получается, этот запуск обошелся агентству всего в 253 тысячи и 811 кредитов. Много это или мало, уже решайте сами. Но главное здесь то, насколько же получилось заполнить баки станции. Из 6 топливных цистерн полностью заправленными оказались только 2, и еще одна была заполнена только наполовину. Такое количество топлива точно хватит для перелета. Единственная ступень станции показывала 2074 ДЛТВ, и это означало, что топливо даже еще останется. Теперь космическому агентству больше не придется тратиться на запуски топливозаправщиков. Как только эта станция доберется до Минмуса, аппарат под кодовым названием «Бочка с рудой» заправит баки станции бесплатно и под завязку. Но этот сложный перелет уже будет в следующем видео. Спасибо за просмотр, а также большое спасибо всем, кто заглянул в описание к видео и поддержал канал донатом. Я почти год не проверял сообщения, оказалось зря. Обязательно подписывайтесь, а также заходите в Telegram, так как там есть модернизированная версия топливозаправщика.